Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда. Предлагаю вам сегодня связать вот такие туфельки для наших игрушек. Размер моих туфелек по подошве 9 сантиметров. Но прежде чем начать вязать туфельки, вам нужно сначала связать подошву. Так как подошва вяжется практически всегда одинаково, я сняла отдельный ролик. Ссылка на видео будет в описании. И если вам нравится данная моделька обуви, присоединяйтесь. Чтобы связать такие туфельки, нам понадобится пряжа. У меня белая — это Ярнар джинс, а розовая — это от Камтекс праздничная с люрексом. Нужно, чтобы вы заранее связали подошву. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. Крючок номер 2,5, иголка для пришивания деталей, маркеры, либо кусочки ниток контрастных, и также понадобится нам лента. Давайте приступим. После того, как мы связали подошву, поворачиваем ее к себе лицом со стороны пяточки, то есть там, где мы заканчивали вязание. И теперь, огибая столбик, присоединяем белую нить, делаем воздушную петлю, и теперь откуда выводили, то есть петлю, вводим опять сюда и огибаем следующий столбик и вяжем столбик без накида, и опять вводим сюда, выводим, обогнули столбик и вывязываем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. У нас должно получиться 62 столбика без накида. Довязала я этот ряд до конца, присоединилась к воздушной петле подъема этого ряда. Дальше будем вязать 3 ряда столбиками с одним накидом. И чтобы нам не вывязывать 3 воздушные петли подъема, будем вязать следующим образом. Вытянем петлю приблизительно на высоту столбика с одним накидом, разворачиваем, хватаем рабочую нить и выворачиваем обратно. И у нас получается как бы вот 2 петли здесь, и провязываем их обычным способом. И у нас получается такой лже-столбик с одним накидом. Он более прочнее и не так выделяется, как если бы это было 3 воздушные петли подъема. Дальше весь ряд будем вязать столбиками без накида. Извиняюсь, столбиком с одним накидом. Уже по привычке столбик без накида. Провяжем по кругу, не довязывая 2 петли. Здесь мы будем делать убавку. Итак, я довязываю до конца этот ряд. Дохожу до пятки, где мы будем делать убавку вот в эти 2 петли. То есть будем вязать 2 столбика с одним накидом под одной вершинкой. Делаем накид, накид провязываем
И опять делаем накид и уже в следующую петлю. Также сначала провязываем накид. И теперь все эти 3 петли провязываем вместе. Так мы сделали убавку. Присоединяемся в наш столбик с одним накидом. Второй, точнее третий ряд верхушки будет вязаться точно так же, как второй. Также вяжем по кругу и в конце делаем убавку. Довяжите этот ряд самостоятельно. Довязала я до места убавления и делаем также убавку. Сначала провязываем накид, остаются 2 петли на крючке. Опять в следующую петлю также делаем столбик с накидом, провязываем накид и потом 3 петли вместе. И присоединяемся к столбику с накидом. Так, присоединилась. Следующий ряд вяжем точно так же, как третий и второй. Единственное, мы сделаем убавку здесь в начале ряда, потому что когда мы убавляем постоянно в конце ряда, оно у нас уходит туда. Сделали столбик с одним накидом и теперь делаем убавку. И дальше до конца ряда вяжем столбиками без накида. Присоединяемся также вот в этот столбик, в первый. Итак, я довязала 4-й ряд. Прежде чем начать вязать 5-й ряд, нам нужно найти 28 центральных петель. Для этого складываем нашу туфельку пополам и находим центральную петлю. Вот она, отметим ее. И теперь от нее нам нужно отсчитать 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 также отмечаем. И теперь также в эту сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Отметили центральные 28 петель. И начинаем вывязывать следующий ряд. В этом ряду мы сделаем 2 убавки. Одну в начале ряда и другую в конце. Делаем наш столбик подъема, так скажем. И делаем убавку сначала в начале ряда. И теперь довяжем столбиками без накида до вот этой петли. Довязала я до отмеченной петли и будем дальше вязать следующим образом. В отмеченную петлю мы вяжем столбик с одним накидом. Дальше будем делать убавку. Провязываем накид и также в следующую петлю вывязываем столбик, провязываем только накид и 3 петли вместе. И опять один столбик без накида, с накидом. И опять убавка. И так будем чередовать до следующей отмеченной петли. Здесь должен быть столбик с одним накидом. Итак, один столбик я провязала. Далее я делаю убавку. Убавка. И опять один столбик с одним накидом. И так до отмеченной второй петли. Так, опять столбик
И опять убавка. И опять столбик. То есть чередуем столбик с одним накидом, убавка, столбик с одним накидом, убавка. Я довязала убавки. Здесь я закончила одним столбиком без с накидом. И дальше до конца ряда, не довязывая 2 петли, вяжем также столбиками с одним накидом. В конце ряда не забудьте сделать одну убавку. Итак, делаем убавку. И присоединяемся в наш столбик подъема. Делаем воздушную петлю и отрезаем нить. Ниточки эти можно убрать уже. Вот что у нас получилось на данном этапе. Верх туфельки у нас практически готов. Дальше нам нужно связать вот этот вот хлястик на задник. Он состоит из 4 столбиков без накида. Так, для начала наберем 5 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5. И начиная со второй петли от крючка провяжем 4 столбика без накида. Раз, 2, 3 и 4. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание и продолжаем вязать поворотными рядами 14 рядов столбиками без накида. Раз, 2, 3 и 4. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и продолжаем вязать. Провяжите этих 14 рядов самостоятельно. Итак, я довязала хлястик, оставила чуть-чуть нити, чтобы пришить ее потом к пяточке. Предварительно найдя середину пятки, мы вот так вот ее потом пришьем. Теперь давайте свяжем вот эту деталь, где у нас будет ленточка. Наберите 33 воздушных петли. Набрала я 33 воздушных петли. Теперь от крючка в 4-ю, раз, 2, 3, вяжем полустолбик с одним накидом. Дальше вяжем воздушную петлю, одну петлю воздушную пропускаем и снова вяжем полустолбик с одним накидом. То есть видите, здесь мы накид не провязываем, а провязываем сразу 3 петли. И опять воздушная петля, здесь одну петлю пропускаем и вяжем полустолбик с одним накидом. И опять воздушная петля,
Здесь петлю пропускаем одну, вяжем полустолбик с одним накидом. И так до конца цепочки. Если у вас пошире ленточка, чем у меня, вы можете провязать столбиками полноценными с одним накидом. Воздушная петля, петлю пропускаем на цепочке и полустолбик с одним накидом. Так, довяжите до конца цепочки. Итак, я довязала. Эти ниточки можно спрятать здесь. Я возьму крючок поменьше и здесь протяну их, закреплю и спрячу. Ну и, конечно, потом вставлю ленту. Итак, нам с вами осталось связать бантик. Для этого давайте для начала наберем 25 воздушных петель. Набрала я 25 петель. Теперь, начиная со второй петли от крючка, вяжем по цепочке 24 столбика без накида. Так, довязала я до конца цепочки. Теперь делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся, и все остальные 13 рядов мы будем вязать следующим образом. Мы будем вязать за заднюю стенку петли столбиками без накида. Бантик вообще у нас состоит из 14 рядов. Один мы уже провязали, и нам еще нужно связать 13 рядов столбиками без накида за заднюю стенку петли. Таким образом вяжется резинка крючком. И так каждый ряд за заднюю стенку петли провяжите 13 рядов. Итак, я довязала наш бантик, ниточки все спрятала. Теперь давайте его обвяжем. Я присоединюсь в серединку и обвяжем обычными соединительными столбиками. И так по всему бантику. Как здесь обвязывать, я вам сейчас тоже покажу. Итак, я дошла до уголочка, провязываю сюда 2 соединительных. И будем теперь вязать соединительные петли вот в эти дырочки между рядами. Так, сюда. Всех хорошо видно.
Если плохо видно, прямо так растягиваете, и они у вас будут видны. Провяжите так по кругу. Довязываю я ряд нашей обвязки. Обрезаем нить. И теперь подхватываем две половинки нашей первой петли. А теперь вот отсюда, чтобы нам ее назад вывести, то есть сзади крючок вводим, мы ее выведем вот сюда. То есть откуда у нас идет ниточка, мы ее сюда и выводим, но крючок вводим сзади. Слишком короткую сделала, неудобно. Все, ниточку здесь сейчас закреплю. И мы сейчас свяжем с вами вот эту перемычку, которая будет образовывать нам бантик. Итак, сейчас мы с вами свяжем вот эту вот перемычку. Как она правильно называется, не знаю. Давайте наберем 9 воздушных петель. И свяжем 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И начиная со второй петли от крючка провяжем 8 столбиков без накида. Когда провяжете их, нить не обрезайте. Так, я провязала 8 столбиков без накида, и также я обычной ниткой прям посередине закрепила бантик, чтобы было удобно приделать вот эту перемычку. Аккуратно складываю, вставляю крючок. Нить я, как видите, не обрезала. И вставляю в начало нашей цепочки. Где-нибудь там закрепиться. Стягиваю это все, хватаю нить и провязываю. Так. Не совсем, конечно, удобно, но возможно. Так, и для прочности еще раз закреплюсь. Сделаю воздушную петлю и отрежу нить. Все. Вот эти два кончика между собой свяжу в узелок и отрежу. И здесь где-нибудь можно протянуть, спрятать. Вот что у нас получилось на этом этапе. Расправляем его немножко. И будем пришивать к самой туфельке. Итак, как я буду пришивать бантик? Я найду середину нашей туфельки. Это приблизительно вот здесь. Отмечу ее. Так,
Ладно, пускай будет так. И приблизительно 3 петли отсюда, чтобы было видно. И 3 петли отсюда. Буду пришивать вот так. То есть тут, в принципе, разницы нет. Как вам удобно. Главное, чтобы это было ровно. Найдите те петли, куда пришить. Я отмечу, закреплю иголкой для начала все это. Так, и вот так, наверное. Дальше я в углу вдену нить розового цвета, который вязала бантики. Здесь я проложу немножко кверху, то есть оно будет вот так, то есть как бы наискосок. Снизу вверх будет подниматься. Вот так вот это будет у меня, чтобы оно было немножко кверху. Вторая половинка, естественно, ну, точно так же, чтобы было все симметрично и одинаково. Пришивать я буду прям вот за петли обвязки, чтобы ее меньше было видно. Введу иголку внутри туфельки и аккуратно стежками пришью. Так, ну я пришила бантик. Вот что у меня получилось. Вы, когда будете пришивать бантик, главное смотрите, чтобы потом ножка сюда зашла у вашей игрушки. Вообще можно одеть на игрушку и прям на ней прикрепить этот бантик, наметать, прикрепить иголочками, чтобы потом это все дело пришить. Ну, в общем, моя туфелька готова. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Спасибо, что вязали вместе со мной. И всем до встречи!